Всех приветствую на канале Я Миллионер, и мы продолжаем разбирать 7 навыков высокоэффективных людей. Сегодня мы разберем 4-й навык. Думайте в духе «выиграл-выиграл». 6 парадигм взаимодействия между людьми. Выиграл-выиграл – это не техника, это общая философия взаимодействия между людьми. Собственно, это одна из 6 парадигм взаимодействия. Альтернативные парадигмы – выиграл-проиграл, проиграл-выиграл, проиграл-проиграл, выиграл и выиграл-выиграл или не связываться. Первая парадигма «выиграл-выиграл» – это особый настрой сердца и ума, направленный на постоянный поиск взаимной выгоды при всех взаимодействиях людей друг с другом. Выиграл-выиграл означает, что все договоренности и решения обоюдно и удовлетворяют обе стороны. При принятии решений типа «выиграл-выиграл» обе стороны бывают довольны и привержены принятию плана действий. Людям с установкой «выиграл-выиграл» жизнь представляет ареной для сотрудничества, а не соперничества. Мы в большинстве своим склонны к популярным оценкам: сильный-слабый, упрямый-безвольный, выигрыш-проигрыш. Но подобный способ мышления порочен. Он основан на власти и занимаемом положении, а не принципе. Установка же «выиграл-выиграл» основана на парадигме, в соответствии с которой всего хватит всем, а успех одного человека не должен достигаться за счет другого и не исключать успех другого. Установка «выиграл-выиграл» – это вера в существование третьей альтернативы. Это решение не твое и не мое, это лучшее решение более высокого порядка. Следующая парадигма «выиграл-проиграл». Одной из альтернатив подхода «выиграл-выиграл» является установка «выиграл-проиграл». Она гласит: если я выиграл, то ты проиграл. Подход «выиграл-проиграл» соответствует авторитетному стилю руководства. Будет по-моему, а не по-твоему. Люди с установкой «выиграл-проиграл» склонны использовать собственное положение, власть, состояние или личные качества, чтобы добиться своего. Большинство людей с самого рождения программируются в духе менталитета «выиграл-проиграл». Первой и самой важной силой, влияющей на человека в этом направлении, является семья. Когда одного ребенка сравнивают с другим, когда терпение, понимание и любовь дозируются в зависимости от результата такого сравнения, когда мы имеем дело с менталитетом «выиграл-проиграл», когда любовь зависит от условий и ее требуется заработать, человек получает скрытое сообщение о том, что сам по себе не является ценностью и не заслуживает любви. Ценность не в нем, ценность существует вовне, она заключается в сравнении с кем-то другим или с каким-то ожиданием. Безусловно, мышление «выиграл-проиграл» вполне оправдано в ситуации истинной конкуренции и низкого доверия. Но большая часть жизни не является конкуренцией или соревнованием. Нам не нужно каждый день своей жизни посвящать соревнованию с женой, детьми, сослуживцами, соседями, друзьями. Кто выиграет в вашем браке? Вопрос нелепый. Если оба супруга не выигрывают, они оба проигрывают. Большая часть жизни является взаимозависимой, а не независимой реальностью. Достижение большинства результатов, к которым вы стремитесь, зависит от вашего сотрудничества с другими людьми, а менталитет «выиграл-проиграл» подрывает это сотрудничество. Следующий подход – это «проиграл-выиграл». Некоторые люди запрограммированы иначе. «Проиграл-выиграл» – вот высказывание, отражающее их позицию. «Я проигрываю, а ты выигрываешь. Давай, делай со мной что хочешь. Надави на меня еще. Все так делают. Я неудачник, я всегда проигрываю. Я миротворец и готов на все ради сохранения мира». Позиция «проиграл-выиграл» еще хуже, чем «выиграл-проиграл», поскольку не имеет критериев, никаких требований, никаких ожиданий, никакого представления о будущем. Те, кто думают в духе «проиграл-выиграл», обычно готовы угождать или ублажать. Они черпают силу своей популярности у других людей или в одобрении ими своих поступков. Им недостает смелости, чтобы выражать свои собственные чувства и убеждения, и они легко попадают под влияние сильных личностей. При переговорах мышление в духе «проиграл-выиграл» означает капитуляцию, сдачу или отступление. Стиль руководства, связанный с таким менталитетом, называется попустительством. Мысли в духе «проиграл-выиграл» значит быть отличным малым, даже если этот отличный малый на финише оказывается последним. Но проблема заключается в том, что люди с мышлением «проиграл-выиграл» многие свои чувства хоронят и закапывают в землю, а невыражение чувства никогда не умирают. Будучи похоронены заживо, они проявляются позже в гораздо более ужасной форме. Накапливающие отрицательные эмоции
Глубокое разочарование и разрушение иллюзий, подавляемым менталитетом проиграл-выиграл, часто оборачиваются психосоматическими заболеваниями, в особенности заболеваний дыхательной и нервной системы и системы кровообращения. Чрезмерный гнев, ярость, неадекватная реакция и незначительное раздражение и цинизм, таковы другие последствия подавления эмоций. Обе эти позиции выиграл-проиграл и проиграл-выиграл неэффективны, поскольку основываются на слабостях личности. В краткосрочной перспективе позиция выиграл-проиграл может приносить определенные результаты, поскольку она часто основывается на силе и таланте человека, стремящейся к выигрышу. Позиция же проиграл-выиграл изначально слаба и хаотична. Многие руководители, менеджеры и родители, подобно маятнику, раскачивают из стороны в сторону от пренебрежения интересом другого в духе выиграл-проиграл, все прощения в стиле проиграл-выиграл. Следующий подход – это проиграл-проиграл. Когда сходятся двое людей с установкой выиграл-проиграл, то взаимодействуют две решительные, упрямые, эгоистичные натуры. Неизбежен результат проиграл-проиграл. Проигрывают оба. Оба захотят отомстить, поквитаться или свести счеты, не понимая того, что убийство есть самоубийство, а месть – меч обоюдоострый. Выиграл. Еще одна распространенная альтернатива заключается в установке выиграл. Люди с менталитетом выиграл совсем не обязательно хотят, чтобы кто-то проигрывал. Для них это не имеет значения. Для них важно лишь самим получить желаемое. Когда в конкуренции и спорте нет смысла, установка выиграл, наверное, является наиболее распространенным подходом к каждым переговорам. Человек с менталитетом выиграл мыслит категориями собственных интересов, представляя другим самим заботиться о себе. Следующий подход – выиграл-выиграл или не связываться. Если стороны не приходят к синергетическому решению, такому, которое удовлетворило бы их обеих, они могут взять за основу принцип, представляющий более высокий уровень позиции выиграл-выиграл. Это выиграл или не связываться. Не связываться по сути означает, что если мы не в состоянии найти решение, устраивающееся нас обоих, то мы отказываемся от прежних договоренностей и остаемся в согласии с друг другом. Это и означает не связываться. Не возникает никаких ожиданий, не составляется никаких контрактов. Я не беру вас на работу или мы с вами не подписываемся под взаимными обязательствами, поскольку очевидно, что наши ценности и наши цели принципиально отличаются. Гораздо лучше осознать, что в самом начале, а не потом, когда обе стороны испытывают разочарование, поскольку их ожидания не были реализованы. Невозможно достичь целей выиграл-выиграл, используя средства арсенала методов выиграл-проиграл или проиграл-выиграл. Вы не сможете сказать человеку: ты должен мыслить в духе выиграл-выиграл, независимо от того, нравится тебе это или нет. Вопрос должен быть поставлен таким образом: как прийти к решению в духе выиграл-выиграл? Мы верили в золотое правило памяти. Давайте же верим его и жизни. Эдвин Марком.